Валар Моргулис, друзья! Время летит быстро, и сами того не замечая, мы пересекли экватор 7-го сезона Игры Престолов. И уже через несколько дней выходит аж 5-я серия. Ну а пока она не вышла, в этом видео, в рубрике «Киноляпы», человек будет отвечать на вопросы, которые возникли у вас после просмотра 4-го эпизода. Друзья, если вам будет интересно видеть у себя в ленте Инстаграма фото и арты на тематику Игры Престолов, подписывайтесь на страничку канала в Инстаграме. Один из самых часто встречающихся вопросов звучит так. Почему после того, как Джаймэ упал в реку, там была такая большая глубина? За несколько секунд до этого он ведь скакал по берегу, и там было не глубоко, а упал он всего лишь на несколько метров в сторону. Этому есть два объяснения. Возможно, на самом деле он не тонул так глубоко, а просто потерял сознание, и нам как бы показали его ощущения в тот момент. Ну а если это не так, то дно у данной реки скалистое, и через несколько метров от берега может быть достаточно большая глубина. В подтверждение этого выступают кадры из данной битвы. Мы можем заметить, что река течет возле скал, у берега есть выступающие камни, да и сама река не маленькая. Еще один часто задаваемый вопрос. Почему Дейенерис жгла повозки с продовольствием? Начнем с того, что она не могла быть на 100% уверенной, что в тех повозках. Любую армию сопровождают повозки с провизией, оружием, палатками и другими вещами, нужными для жизнедеятельности солдат. И даже если она догадывалась, что там, у нее не было другого выбора. Сражение началось с того, что Дроган сделал брешь в строю ланнистеров, и через нее повалили дотракийцы, нападая на защищающихся уже с тыла. Тем временем оставшаяся часть строя копейщиков столкнулась лоб в лоб с дотракийцами и завязался бой. Дейенерис никак не могла сжечь солдат, так как там уже были и дотракийцы. А вот сжечь повозки и солдат, которые были возле них, она могла, тем самым деморализуя войско ланнистеров и отрезая путь к отступлению. Вы скажете, так там ведь и так была река, и отступать было некуда. Но как по мне, существует большая разница, когда у тебя за спиной все полыхает в огне, или же тебя прикрывают твои люди, и есть возможность скрыться за вазами, тем самым усложнив атаку дотракийцам. Также войско ланнистеров сильно растянулось, и были сожжены только некоторые вазы. Скорее всего, большая половина ресурсов осталась целой. Без участия Дрогана и демонстрации его мощи, возможно, солдаты ланнистеров вели бы себя совсем по-другому. Почему Дроган не сжег баллисту сразу? Она ведь стояла в том же ряду, что и остальные повозки. Это случайность. Как я уже говорил, войско ланнистеров растянулось, и был длинный караван повозок. Дейенерис сжигала выборочно, только некоторые участки. К тому же Дроган не может беспрерывно дышать огнем, и во время того, скажем так, как он набирал воздух в легкие, они как раз пролетели над баллистой. Также изначально она была спрятана, и было непонятно, что на этой повозке находится оружие против драконов. Как стрела из баллисты пробила кожу дракона? Она ведь непробиваема, единственные уязвимые места – это глаза и пасть. Начнем с того, что это не стрела, а скорее копье, и выстрел из баллисты очень сильный, кожа дракона его не может выдержать, хотя, как мы видели, прекрасно выдерживает выстрелы из обычных луков. Как Брон выжил, отпрыгнув от баллисты не очень далеко? Но если выжил, значит отпрыгнул достаточно далеко, чтобы его не задело. Огонь был рядом, но ему повезло. Это нужно воспринимать как факт. В связи с недавними поражениями союзников Дейенерис у многих возникает вопрос, а чем же занимается Варис? Он что, не мог обо всем их предупредить? Начнем с того, что у Вариса было два источника информации. Шпионы на королевской службе и его пташки, маленькие бездомные дети, которых он обучал шпионить. После того, как он покинул Королевскую гавань и присоединился к Дейенерис, у него больше нет доступа к шпионам Железного трона. Да и как мы видим в сериале, его пташки теперь слушают Квиберна, ну по крайней мере в Королевской гавани. Как итог, можно сказать, что он лишился почти всех своих источников, и сейчас на службе у Дейенерис он как обычный советник. Куда делся призрак и почему его не показывают? Ходят слухи, что должна была быть сцена, где Джон перед отъездом с ним прощался, и он должен был появиться, но, к сожалению, по какой-то причине эта сцена не вошла в серию. По сюжету призрак сейчас находится в Винтерфелле и, скорее всего, закрыт в каком-то вольере или комнате. Его не показывают, так как сцены с лютоволками стоят больших денег, а появление призрака никак не вяжется с происходящими сейчас событиями. Что дети леса делали на драконьем камне, если это скалистый остров и там почти нет деревьев? Как известно, дети леса использовали оружие из обсидиана, а наибольший его источник в Вестеросе – это драконий камень. И ответом на вопрос о том, что же они там делали, будет добывали драконье стекло. Почему в армии ланнистеров солдаты только с их символикой? Где, например, солдаты Тарли? Они, скорее всего, в другой части растянувшегося каравана. В один момент все же можно было увидеть щиты с гербом Тарли. Как Серсея почти постоянно пьет вино и принимает более-менее взвешенные решения.
Ранее в Древнем Риме перед употреблением вино разбавлялось водой, из-за чего было некрепким. Это, скорее всего, делает и Серсея. Что случилось с Диконом и Рэндаллом Тарли? Этого нам в битве не показали, увидим в 5-й серии. Как сказал бы Капитан Очевидность, они мертвы, либо попали в плен. Как Дейенерис переправила дотракийцев на материк? Флота Яры и Безупречных ведь уничтожены. Несмотря на это, у Матери Дракона все еще осталось некоторое количество кораблей. С их помощью ее армия и была переправлена на Вестерос. Почему Брон спас Джейме? Здесь может быть два варианта ответа. Во-первых, после такого продолжительного времени вместе, Брон может реально чувствовать определенную симпатию к Джейме и считать его своим другом. Во-вторых, Джейме должен Брону замок, и у него на службе Брон может неплохо так заработать. А если Джейме умрет, то не видать ему ни замка, ни своих денег. Но лично я считаю оба варианта правильными. Брон спас Джейме как и из-за денег, так и из-за определенной дружеской симпатии. И в конце хочу рассказать вам о закрытом клубе Фанзона. Ребята предлагают усилить яркость эмоций от просмотра Игры Престолов. Вы можете попасть в место, где собраны все данные по сериалу. Посты, статьи и видео постоянно обновляются. В клубе вас ждет много нового, интересного, только актуальная и необычная информация. После окончания сезона они продолжат свою работу. По ссылке в описании можно узнать больше подробностей и вступить в закрытый клуб единомышленников Фанзона. Надеюсь, вам понравилось видео и вы нашли ответы на вопросы, которые вас интересовали. Если это так, то поддержите ролик лайком и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Буду рад вас видеть в группе канала во ВКонтакте и на страничке в Инстаграм. Спасибо за просмотр, всем пока!